Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень, хай-энд и не очень аудиогаджетов. Вопреки представлению очень многих людей, производители делают наушники совсем не для того, чтобы принести радость лично абстрактному Василию. Плевать они хотели на Василия. Все, что их интересует, это продать побольше наушников, чтобы заработать побольше денег. Деньги и война – это два двигателя прогресса. Но не стану вдаваться в эзотерику, просто отмечу, что цель всех плясок с бубнами – это прибыль. Да, есть компании, владельцы которых настоящие фанаты, как, например, владелец компании Project Heinz Lichtenegger. Но и он хочет кушать, ездить на хороших машинах и собирать коллекцию винтажных проигрывателей винила. Но мы здесь говорим о наушниках. Картина ровно та же. Вообще есть два пути. Делать очень хорошие, в кавычках, потому что это очень субъективно, и очень дорогие хай-энд наушники, как, к примеру, поступают в Campfire, либо делать те, которые нравятся максимальному количеству людей, как делают, например, в Apple. Оба пути имеют право на жизнь. Оба типа наушников изготавливаются в Китае, несмотря на клятвенные заверения, что их собирают руками потомственные европейцы в домах XIV века. С первым вариантом все понятно, а вот второй имеет вариации. Приятная версия – это когда инженеры все же делают хотя бы какой-то аудиофильский звук или хотя бы мониторный. Неприятная – это ширпотреб, как те же битсы. Ну а что делать? Народ хочет, чтобы мощно наваливал бас и круто цикало. Вот KZ и идут навстречу народу, что плавно подводит нас к теме сегодняшнего обзора – KZ ASX, у которых по 10 арматурных драйверов в каждом ухе. Комплект поставки наушников изумил. Не просто плохие, а какие-то позорные амбушюры и отвратительный кабель. Зато металлическая пластинка в коробочке. Нет, ну серьезно, у вас же были хорошие амбушюры, я их даже на другие наушники ставил. Что сейчас-то не так? Ну на кой мне эта ваша блестящая пластиночка? Вы же сделали не такие уж и дешевые наушники, вам жалко положить приличный кабель? Я доплатил бы, да все доплатили бы. Кроме, как я сказал, те, кому надо, чтобы долбило и цикло. Первое впечатление от самих наушников – дешевка. На картинках и в видео смотрится еще ничего, но вживую дешевка. Штампованный корпус – это никакая не 3D-печать, и фейсплейты, кажется, даже не из алюминия, а из чего-то типа силумина. В общем, дешевка. На днях выйдет мой обзор на другие наушники, тоже с пластиковым сборным корпусом, но там он выглядит уместно и утилитарно, а здесь как самая глупая подростковая бижутерия. В прозрачном корпусе просто как попало пачками прилепленной арматуры, а половина внутреннего объема залита каким-то полимером. Мы такое уже видели. Никаких акустических камер нет и в помине, и я вообще сомневаюсь в существовании тех внутренних звуководов, которые так заманчиво рисовали на промо-картинках. Все залито полимером. Были бы звуководы, я думаю, их бы прятать не стали, наоборот выставили бы максимально на обозрение. Корпус огромный, даже мои уши просто распирает. Забыть о том, что в ушах эти гиганты, не получится ни на минуту. Так что по одежке встретить хорошо не получилось. Внутри, как я уже сказал, все залито полимером, но арматуры хорошо видно. И это новые арматуры, самый значительный апгрейд за последнее время. Один драйвер 22955S, это басовая партия по задумке. Переход между басом и среднечастотным диапазоном организован на драйвере 29689S. Целых 4 драйвера 30017S играют высокие частоты и в отличие от старых усиливают плотность и разрешение высоких частот. Ну и 4 арматуры 31736S совершенно по-новому должны показать средние частоты. С таким количеством драйверов можно было бы такой тюнинг организовать, что все обзавидовались бы. Так что же со звуком? А звук такой, что я просто обалдел. Видимо, у KZ на складе какое-то ограниченное количество баса хранится, и большую часть по недосмотру отсыпали для KZ ZAX, а для ASX просто не осталось. Баса нет вообще. Я и так крутил, и эдак. Нет его. Ну, пришлось шаманить. Полез в перебор источников, кабелей, амбушюр, возился пару вечеров, но нашел более-менее приличное сочетание. Звук у этих наушников появляется только при условии использования жестких амбушюр с плотным сердечником и максимально открытым звуководом. Какой-то бас появился, но он такой, он просто есть. О какой-то глубине, проработке, послезвучиях, сабасе и так далее говорить просто не приходится. Ну, хоть какой-то появился и ладно. Звук в целом очень примитивный. Не ровный, а примитивный. В нем совершенно нечего слушать. Характер источника наушники почти полностью игнорируют. Какая-то реакция есть только на уровень мощности. А вот нюансы просто исчезают.
По сути, это звук обычных затычек, только более масштабный, с неплохой сценой, кстати сказать. Но это и все. При этом всем мне очень нравится звучание этих обновленных арматур. Тембры у них очень приятные, потенциал явно неплохой попадение в хорошие руки. Просто в данном случае звукоинженеры ошиблись с тюнингом. А может быть и не ошиблись, а так и задумывали. Трудно сказать. По сути, ни меломан и ни аудиофил ничего плохого в звучании ASX не найдет. Ну, молотит же. Громко же, без хрипов, тарелочки слышно, ну что не так? И, кстати, не так и просто описать, что именно не так. Но все плохое, что говорили о звуке арматур, что так пытались побороть производители, оно тут есть. Мертвый легковесный звук, излишняя сухость, ощущение дополнительной компрессии – все здесь есть. Я, конечно же, придираюсь, но я как раз подхожу к теме по большей части с аудиофильской точки зрения, которая раздражает огромное количество людей. Например, дочка при наличии дома огромного выбора отличных наушников аж верещит по битцам. Хотя любой маломальски разбирающийся в звуке понимает, что там слушать нечего. Так и с ASX. Звук есть. Нет драйва и нет эмоций. Но есть много звука. Как бы целевая аудитория – это подростки. Хотя какой подросток станет покупать 20-драйверные наушники? Да и дорого для подростков. Ну вот новый альбом AC/DC. Я его впервые услышал в несчастных TRN V90S, и меня прям взволновал напор и драйв ветеранов. Сам по себе альбом достоин отдельного обзора, если что. Но включил его в KZ ASX и ничего. Ни эмоций, ни адреналина. Мертвый звук. Малькольм Макларен умеет передать эмоции, но в этих наушниках альбом Waltz Darling звучит просто скучно. Все есть, сцена, все звуки вроде бы можно разобрать, но не хочется. Нет ни музыкальности, ни аналитики, и при этом я как бы и не могу пальцем показать в то место, где есть косяк. Не могу и не хочу, потому что зачем? The Constellations с альбомом Do It For Free как-то растеряли всю винтажность на этих наушниках и теплоту своего звучания потеряли. Ну, елки-палки, музыка же должна как-то трогать душу, а иначе зачем это вообще все? Бренди Янгер, альбом Wax and Wine. Снова я напрямую не могу ни к чему придраться, но в очередной раз утеряна эмоциональная составляющая. Непонятно, в чем вообще был смысл такого количества драйверов, если простейшие одноарматурные гибриды играют интереснее. Мне вот непонятно. По источникам, кстати, ситуация тоже странная. С большей частью источников попроще ASX звучат вообще никак. Если же сам источник эмоционален и ярок, то еще как-то можно слушать и даже что-то находить в музыке. Но ASX выхолащивает все эмоции, источнику приходится буквально продавливать их. Вывод такой. Эти наушники не для аудиофилов и вообще не для вдумчивого прослушивания музыки. Это эксперимент. Как были экспериментом AS16, которые обсуждали, но никто не покупал. Тот же случай. Просто курьез в прикольной гонке, кто больше запихнет арматур в один корпус. Не победили, потому что есть варианты по 12 арматур в каждом ухе, но все же показали, что могут. А вот какой-то особой настройки звука и не планировалось, насколько я понимаю. Так что KZ ASX это мое большое разочарование. Но это все исключительно мое субъективное впечатление. У вас все может и должно быть иначе. В конце концов, не только уши у всех разные, но и соединение между ушами и центром удовольствия тоже у каждого свое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. На этом все. Пока.